Всем привет! Сегодня предлагаю вам посмотреть два варианта квартир в Ханое, в которых я непосредственно жила и живу сейчас. Первый вариант – это квартира-студия в центре Ханое между районами Тэйхо и Каузяй и недалеко от озера Тэйхо. И второй вариант – это двухкомнатная квартира в районе Экопарк. Я думаю, что это видео будет очень интересно тем, кто хочет переехать в Ханой на долгий срок и хочет арендовать жилье на долгий срок. Сейчас давайте пройдем внутрь и посмотрим, как выглядит наша квартира изнутри. Вот, получается, так выглядит наша студия. У нас большая студия, вот телевизор, столик, диван, Женечка, еще один столик. Вот прямо получается вход в дом, там получается стеклянная дверь, поэтому она занавешена все время. У нас такая огромная кровать, там еще одно окно, тут сервант, тут еще одно окно, холодильник. Вот как раз зона кухни. Здесь, как видите, все очень так скромно, но зато все есть. Туалет отдельно, душевая. Мне нравится то, что она у нас зонированная, и нет ощущения, что ты спишь напротив кухни. В целом мы прожили в этом районе около полугода. Очень близкая доступность к рынку, к ларькам, к продуктам. Также хорошая транспортная развязка. То есть отсюда довольно-таки удобно добираться в остальные районы города. Я, допустим, не вожу байк, и мне нужны автобусы, чтобы добираться до работы. И там вот дальше есть улица Лаклонкван, с которой я обычно уезжала на работу. В 15 минутах отсюда пешком находится озеро Тэйхо, если идти в ту сторону. Так что, в принципе, есть здесь где погулять, с одной стороны, но с другой вам придется вот так вот идти вдоль шумной улицы. И, опять же, тротуар, он есть, но он есть не везде. Вот так вот выглядит вход в наш дом. Мы живем в West Bay Tower D. Вот здесь вот находится у нас холл. Вот здесь находится ресепшн. Далее у нас идет 5 лифтов. Вы выбираете любой и поднимаетесь на нужный вам этаж. Поднимаемся мы на 11 этаж. Кстати, хочу сразу обратить ваше внимание на одну особенность. Здесь нет, оказывается, 13 этажа. Во Вьетнаме не принято писать 13 этаж. Вместо 13 этажа пишут 12А. Причем это пишут и в лифте, и на номерах квартир. У нас квартира начинается с кухни. На кухне есть все самое необходимое. Это микроволновка, плита, вытяжка, чайник, рисоварка. Также здесь был базовый набор кухонных принадлежностей и набор посуды. Далее идет холодильник, обеденный столик, и кухня плавно переходит в гостиную зону. Здесь у нас вот такой симпатичный диванчик для отдыха, телевизор. Далее идет балкон. Вот такой у нас потрясающий вид из окна. Напомню, что мы живем на 11 этаже, и мы видим кусочек экопарка и провинцию Ванзянг. Я хочу вам показать наши две комнаты. Первая комната — это кабинетик. Как видите, здесь стоит кровать, но вообще у нас это кабинетик, потому что нам нужна отдельная комната для работы, для того, чтобы поставить компьютер, особенно Женя, поскольку он занимается музыкой. Вот здесь вы можете видеть, что у нас уже немножко все так оборудовано под работу. Здесь в комнатке есть шкафчик, есть полочки также для каких-то рабочих принадлежностей. Вот там стоят мои учебники сейчас. И далее мы переходим в спальню. Здесь у нас все очень, в принципе, просто. Вот панорамное окно, тоже с видом на город. Здесь у нас стоит кровать, полочки, довольно вместительный шкаф-купе. Сюда действительно очень много чего помещается. В нашей квартире есть аж 3 кондиционера. Кондиционеры находятся в каждой комнате, и летом, я думаю, что
жарко не будет. Здесь, как видите, уже все оборудовано под стиральную машинку и под размещение всяких хозяйственных принадлежностей. И далее у нас идет ванная комната. Здесь она у нас совмещенная, и душевая, и туалет вместе, но немножечко зонирована, потому что вот здесь вы, когда заходите, у вас сразу раковина, зеркало. Отдельно идет стеклянная дверь в душевую и отдельно стеклянная дверь в туалет. Так что, если вдруг нужно двум людям воспользоваться ванной комнатой, это сделать в принципе возможно. Наша квартира стоит 8 миллионов донгов в месяц. В эту стоимость входит комиссия за обслуживание дома и интернет. Отдельно мы платим за воду и за электричество. Также мы дополнительно платим за паркинг 40 тысяч донгов в месяц. Ну что, сейчас предлагаю спуститься вниз и посмотреть, что же еще интересного у нас есть возле дома. Сейчас мы спускаемся на паркинг. Вот так вот выглядит подземная парковка. Здесь получается для байков и для велосипедов подземная парковка полностью, для машин крытая сверху. Вот так выглядит парковка для автомобилей вблизи. Вы сюда просто заезжаете, ставите на свое место автомобиль и все. И он у вас скрыт от солнца и от дождя. Если вы приехали в экопарк просто погулять, вы можете оставить свой байк или автомобиль прямо здесь на бесплатной парковке. Как видите, здесь очень много места. Это я вам показываю только одну из улиц. На самом деле на каждой из улиц есть вот точно такие же специально выделенные зоны для парковки. Поскольку здесь район охраняемый и по улицам регулярно ходит охрана, то можете не переживать за свое транспортное средство. Вообще мне очень нравится экопарк тем, что здесь можно вот так вот свободно гулять. Здесь есть везде широкие тротуары, и тебе никто никогда не сигналит в спину.